Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Иная реальность». И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Сегодня мы с вами по традиции в преддверии открытия врат 0505 изучаем энергетику пятого энергоцентра, горлового, вишудха-чакра. И опять из потока, не по классике, а что пойдет. Все, что изучено до этого веками, мы, естественно, не отрицаем, мы это все принимаем, но мы также понимаем, что идут трансформации мощные сейчас. Мы в преддверии квантового скачка, соответственно, энергетические центры работают как-то иначе, наши физические тела трансформируются. До слоев прямо ДНК все это доходит, да, и мы понимаем, что нам необходимо больше информации по чакрам. Поэтому не знаю, что пойдет, все как всегда, все из потока. И если вы хотите превратиться в практика, участвовать вместе с нами в ченнелинге, поставьте лайк, это ваша добрая воля, пропускать энергию наших учителей через ваши физические тела. Таким образом, вы обучаетесь ченнелингу, вы исцеляете свои физические тела, ну и также, насколько актуальна эта задача для вас, раскрыть горловой энергоцентр, центр творчества, где уже миссия наша начинает выполняться, реализовываться. Поэтому сегодня мы с вами возьмем из потока для начала, что характеризует вообще горловой энергоцентр, да, какие там энергии, какие функции, задачи. А затем я сделаю расклад Таро по позициям, чтобы вы продиагностировали себя, свой энергоцентр горловой, посмотрели, какая там сейчас энергия и над чем работать в первую очередь, тем более, что очень благоприятно это делать сейчас в преддверии врат 0505. Все энергии благоприятствуют раскрытию нашего творческого энергетического центра. Давайте сделаем небольшую практику. Заякоримся телами. Почувствуйте ваши стопы, голени, ноги. Почувствуйте связь с землей. Протяните ваши каналы ног ниже, глубже. Тяните их к ядру земли. Настройтесь на мать, на сердце нашей матери. Почувствуйте ее ритм, пульс, биение ее сердца, жар ее сердца, любовь. А теперь поднимите точку сборки вдоль каналов ног по позвоночному столбу до 7-го энергоцентра в области темени. А теперь поднимите выше, выше, еще выше. Настолько, насколько вы к этому готовы. Почувствуйте расширение. А теперь опускаемся мысленно в сердце. Настройтесь на ваше сердце. Почувствуйте его ритм, пульс. Давайте мысленно возьмемся за руки и откроем наши сердца навстречу друг другу. Направьте поток энергии, любви в центр нашего круга. Поле доверия создано, кристалл группы создан, и мы можем начинать.
Я задаю вопрос учителям. Что нам необходимо знать о пятом энергоцентре, горловом? В центре горла находится этот энергоцентр, голубого цвета, небесно-голубой. Стихия эфир. Эфир – это потенциал всех стихий. И когда мы настраиваемся на коды пятой мерности, я всегда говорю об эфире. Вот такие у нас энергии. Налицо глубокая трансформация и перерождение этого энергоцентра для большинства людей. Я бы сказала, что здесь происходит такая вот разблокировка. Дело в том, что здесь уже мы реализовать должны нашу миссию. Ингус – это как руна возложенных на себя обязательств. И здесь проходит жреческое посвящение человек. Жрецы всегда были мостом между людьми и богами, и Ингус, как руна, как раз донесение, скажем, трансформации потока от людей к богам и от богов к людям. То есть здесь вот такой вот идет ченнелер, канал, человек-канал, очень хорошо сбалансирована должна быть мужская и женская энергия, и очень много дисциплины. Наутис всегда дает нам чувство долга, ответственность, дисциплину. Сдержанные на самом деле здесь энергии. Посмотрим, что дальше. Кстати, идет еще информация, что этот центр связан с таким понятием, как жизнь и смерть, периоды и циклы. Здесь как будто бы идет вот это состояние знакомства с темой перерождений, да? Ограниченности нашей жизни и перерождений. Вот такая идет информация. Да. Здесь про начало и конец. Про то, что все, что рождается, необходимо должно переродиться, да, то есть сменить мерность. Здесь про смену мерности. Здесь про то, что если вы не сделали прыжок веры, не раскрыли свое сердце, именно там у нас происходит прыжок веры, то не раскроется горловой энергоцентр, потому что вы не преодолели, значит, еще неуверенность в себе, страх, ну, страх быть непонятым, страх, например, быть иным, страх того, что я могу сделать ошибку. Кто я такой, чтобы говорить от лица богов, да? Кто я такой? Я же маленький. Вот когда внутреннее величие в вас созревает, вы чувствуете себя избранным, и это не про эго и самолюбие, это про истину в себе, которая говорит за вас.
Здесь ничего не говорится от себя, здесь все из потока. Вот такая идет информация, все из потока. Еще идет информация, умение структурировать хаос и наоборот. Вот этот процесс создать структуру и разрушить ее. Парадоксальное мышление, парадоксальные какие-то ходы, какая-то гениальная. Вот это расширенное сознание, которое выглядит с точки зрения общепринятой как гениальное, либо как сумасшедшая, да, так вот, как гениоты говорят, да, идиоты, гениоты. Смотрите, здесь интересная энергия. Вот знаете, во-первых, скорости какие-то я вижу очень большие. И пульсирующий какой-то поток, который, ну вот я вижу какие-то пики, знаете, такие вот пики пульсируют. Я вижу этот поток как пульсирующий. Вздымаются и гаснут, вздымаются и гаснут. Да, и цвет, кстати, визуализируется у меня такой светло-бирюзовый. Может быть, это важно. Давайте посмотрим через силу тотема. Горловой энергоцентр. Лань. Ну, учитывая, что здесь эфир, эфирная энергетика, да, лань как легкое, да, такое существо, практически вот, грациозное, легкое, пугливое, быстрое достаточно, неуловимое и нежное, да, грациозное, вот такое состояние. Что-то воздушное. Вот здесь идет такое, как, знаете, муза. Может быть, хочется сказать это слово. Как проявляется эта энергия? Возьмем через мудрость Земли, посмотрим. В каких дарах, да, в каких-то вот способностях. Да, яснослышание. Ну, во-первых, он связан со слухом, этот центр. Он связан со слухом, поэтому яснослышание вполне, да, может быть. Ну, конечно, работа с информацией сразу идет сверхспособность. И тоже номер карты 13. Обратите внимание, как ингус, да, вот эта энергетика. Доверие. Да, вот, кстати, я говорила про то, что если вы сделали прыжок веры, если вы доверяете себе в первую очередь и понимаете, знаете, что здесь происходит? Здесь нет уже состояния, что есть я и есть высшие силы. А есть состояние, что это есть целое. И поэтому нету здесь такого состояния, как я избранный с точки зрения эго. Здесь имеется в виду, что я соединился, да, уже со своими высшими аспектами, и для меня это естественное состояние.
Вот здесь вот, понимаете, постоянное доверие себе, пространству, информации. Если ты не доверяешь информации, которая к тебе приходит, м, не произойдет ничего, не будет служения, не будет какого-то ченнелинга. М, И, конечно же, здесь такой человек сам вызывает большое доверие окружающих людей. Ну, понятно, потому что у него уже открыто сердце, проработаны нижние энергоцентры, да. И все, что он говорит от сердца. Я всегда говорю, вот не говорите от ума, не надо мыслить таким образом: "Ой, что я скажу?" Ам, Во-первых, здесь исчезает твое "я", да, будешь говорить не ты, во-первых. А во-вторых, бесполезно думать, что я скажу. Когда придет час, ты узнаешь. Вот здесь нужно доверять. Благоволение, дар благоволения. Это, знаете, про оглашение воли высших сил. Это вот как вестник, да, такой идет состояние. И еще умение проводить мистерии. Мистерии, когда каждое слово слышно во всех мирах. То есть абсолютно вот можно доносить информацию по всему древу миров. И естественно, что не просто ты несешь информацию. Информация-энергия — это уже перемены, это уже новые коды, это какие-то семена, которые в конечном счете дадут всходы. М, когда иногда я шучу и говорю, что теперь живи с этим, да. То есть я что-то объяснила, рассказала, теперь с этим надо как-то жить. Оно уже никуда не исчезает из сознания, с этим надо жить. И это делает свои трансформации. И это сеятель, вот сознание, которое сеет семена в сознаниях других людей, расширяет сознание других людей, обучает, доносит знания. Облегчение. Здесь про то, что умение отсекать ненужное, умение слышать истину и понимать, что на самом деле все просто. Здесь, знаете, про простоту. Потому что когда раскрывается горловой энергоцентр, который отвечает за речь, конечно же, в первую очередь, это не про то, что мы начинаем с утра до ночи говорить, как радиоточка. Как раз наоборот, люди, у которых есть проблемы с горловым энергоцентром, у них есть вот две такие фазы важные. Либо они молчуны, то есть именно нужно говорить, нужно что-то сказать, но человек не может высказаться по разным причинам. И либо наоборот, они болтуны. Экзальтация идет такая горлового энергоцентра, слишком много говорят и как бы пустословие. И вот здесь вот какая-то идет гармония между тем, что не нагружает человек собой пространство, я бы так сказала. Не нагружает, наоборот, он вносит какую-то ясность. Вот умеет, например, растолковать совершенно непонятные вещи, которые на первый взгляд вообще, ну, чистый хаос, да. И в этом
Он может легко найти мудрость, и всем рядом становится как-то легче жить. Легкость. Вообще легкость, облегчение здесь от эфира, вот эта лань, умение взаимодействовать с чем-то таким, знаете, эфемерным, тонким. Очень тонкие вибрации идут. Так, что мы еще с вами? Давайте старший аркан. Может быть, нам дадут, какой старший аркан может хорошо охарактеризовать работу горлового энергоцентра. Шестой аркан влюбленные, пятерочка чаш. Ну, такая эмпатия, сочувствие, погруженность в себя. Вот здесь вот показывают нам состояние человека достаточно интровертного. Не вижу я здесь как раз такие энергии, которые бы отвечали за бесконечный, да, ну вот потоково здесь, да, король мечей. Солнце. Ну вот солнце нам все-таки дали. И 13-й аркан смерть на обороте не могу не показать. Вот такие вот энергии. Смотрите, баланс. Сбалансирована должна быть достаточная энергия между чувствами, да, эмоциями и мыслями. И вот это вот состояние служения людям во имя их развития, трансформации, перерождения. И тема все-таки жизни и смерти здесь очень-очень фонит. Может быть, в прямом смысле, а может быть и в переносном. Но что-то мне кажется, что в том числе в прямом. Потому что жрецы, они всегда выполняли функции проводников между мирами, в том числе занимались вопросами смерти и рождения. Поэтому здесь вот и младенец, да, у нас по 19-му аркану, и смерть, и влюбленные. То есть обратите внимание, какие здесь интересные коды на горловом энергоцентре. Вопросы очищения. Вот здесь очень важны вопросы очищения, я чувствую. Как бы вот, как будто бы что-то копится и потом переходит в иное качество. Постоянно, постоянно, постоянно. Так, ладно, давайте тень возьмем. Нет, давайте сделаем так. Что нарушает работу? Что нарушает обычно работу горлового энергоцентра? Спросим. Эмоциональность повышенная. Вот как раз здесь я вижу болтливость, разбросанность, неслежение за речью, неосознанная речь, неосмысленная информация, которую моментально мы передаем другим. То есть она не трансформирована, не прожита. Здесь сейчас становится более понятно, что
Ты должен, в чем твое творчество? Ты не можешь взять информацию просто и передать, да, ты должен ее еще каким-то образом вот окуклить, то есть ты должен ее вот подать, преподнести, внести свой вклад. А есть плагиат, есть вообще дезинформация, сейчас ее полно. Всевозможные виды манипуляции информацией на уровне даже запугиваний, да, и тому подобных вещей. В общем, когда человек некорректно пользуется информацией, доносит ее. Да, Манасы и Адал, да. Смотрите, либо разбазаривание идет информации, либо скрытие важной информации, сокрытие. Сокрытие тех фактов, которые должны, допустим, знать люди, но человек этого не говорит, что-то носит в себе. Вот такие вот блоки, когда в семье говорят: помолчи, закрой рот, не до тебя, не мели чепуху и так далее. Это перекрывает горловой энергоцентр. Часто родственники детям ставят такие вот затворы. Поэтому здесь есть такие моменты. И вот, кстати, те, кому затыкали рот, они далеко не всегда молчуны. Часто наоборот, эти люди говорят очень быстро, на повышенных тонах, потому что они знают, что сейчас их заткнут. Им скажут: закрой рот, замолчи, и они пытаются выпалить все за одну секунду. Как будто бы боятся, что их не дослушают до конца. Понаблюдайте за собой, за темпом вашей речи, за структурой, за тоном, в котором вы говорите. И вы поймете, насколько у вас это проявлено. Так, возьмем еще тень. Нет, возьмем психологическую карту. Что нарушает работу пятого энергоцентра? Энергетически горловой центр связан со вторым энергоцентром, с половым. Это такой вот средний круг энергообмена в нашем теле. Поэтому нам показывают дар секс, дар страсть, ловушка брать и проблема как зеркало отношений, манипуляции, да, и всевозможные вещи. Смотрите, это связано с центром вторым. То есть, если центр желаний не удовлетворен, второй энергоцентр, да, сексуальный, там нужно искать корни там. Там у нас страх того, что нас бросят, страх того, что нам что-то не додадут, желание во что бы то ни стало взять свое. Здесь просто неутоленные желания и страх не получить желаемого. Здесь, когда человек начинает говорить, раскрывать свой пятый энергоцентр, у него второй прямо волнуется, зажимается, вот эта эмоциональная сфера, потому что он думает о том, что сейчас он будет отвергнут. Либо ему нужна дополнительная похвала, очень какие-то... Он не насытен в плане похвалы, ему нужны все время подбадривания. Ты молодец, все правильно сказал, как ты правильно сказал, какой ты мудрый, откуда ты столько всего знаешь. То есть ему постоянно необходима обратная связь.
он очень зависит от своего окружения, именно эмоционально зависит. И вот как раз горловой, он очень связан с эмоциями. Вот здесь у нас и выпала эта лань пугливая, да, то есть очень чутко реагирует горловой на окружающую среду. Ой, что сейчас будет, да, что сейчас скажут, как сейчас. М, Так, поэтому, если хотите раскрывать горловой, возвращайтесь ко второму. У меня уже раскрыт второй энергоцентр, есть ченнелинг. Мы проводили врата творчества, кстати, это были врата Пегаса по второму энергоцентру. Есть тантрическая практика у меня уже создана, и все это вы можете написать мне в личку и попросить, я вам дам доступ по ссылке. Все эти практики есть, мы это уже проходили, но смотрят новенькие, смотрят те, кто впервые меня видят, поэтому я должна об этом сказать. Так что группа практиков, в которую вы можете попасть, она закрытая. Напишите мне в личку, чтобы я добавила вас в группу практиков. Там гораздо больше будет информации для вас. Так, The Shadow of the Past. Тени прошлого. Ну, как говорится, к бабке не ходи, нужно заглянуть в свое прошлое. То есть нужно пойти все-таки вот в эти блоки, страхи какие-то, возможно, это даже и прошлые воплощения. Надо это все изучать. То есть если у вас проблема с горловым, идите в свое прошлое. Насколько оно будет далеким, неизвестно, но там у нас есть возможность сделать регресс. Пожалуйста, можете ко мне обращаться, есть практика регресса. Также у меня в доступе по ссылке. То есть, пожалуйста, работайте с регрессом. Да, the returning, возвращение. Ну, то есть прошлое возвращается тут прямым языком. В общем-то, нам говорят о том, что нам все время кажется, что будет так, как было. Ну, как я всегда говорю, будет то же самое, что и было, если вы не изменитесь, если не выгрузите эти страхи, эти блоки. Кстати, здесь есть подключки партнерские. Если вы не сепарировались со своими бывшими партнерами, с матерью, энергетически нужно сепарироваться не позже 18 лет, то также проблемы с горловым будут. Поэтому смотрим в свое прошлое. Так, что улучшает работу горлового энергоцентра? Что его исцеляет? Так, Адал и Феху. Исцеляет прежде всего ваше чувство ценности, что я ценный, ваша самооценка, ваше чувство собственного достоинства, ваша хорошая уверенность в себе, заземленность. То есть, смотрите, возвращаемся к нижним центрам. Работаем с нижними центрами, работаем с родом, работаем с телом, со страхами, которые в теле. Вопросы канала изобилия здесь тоже важны, потому что, знаете, здесь такое вот ощущение, как будто бы по плодам, да, судят о человеке. То есть что исцеляет? Достижения. Ваши достижения. Вы не можете относиться к себе как-то особо, скажем, до какой-то степени мы можем только относиться к себе с приятием, да, но потом нам все равно нужны какие-то достижения. Вот достижения какие-то, что можно пощупать.
Поэтому нужно что-то создавать, вот, нужно что-то делать, нужно трудиться, нужно создавать какой-то продукт. Что-то, за что действительно вы можете, чем вы можете гордиться. Это важно, это исцелит вас. Вам нужно обучаться, вам нужно становиться профессионалами в какой-то деятельности, чтобы вы четко понимали: я это могу. Да, я здесь профессионален, я здесь абсолютно на своем месте человек. То есть Адал — это у нас еще, знаете, как император. Вы должны почувствовать свой волевой энергоцентр, чувство собственного, да, этот центр эго. То есть он, ну вот огненная стихия здесь тоже очень фонит, умение достигать, добиваться своего. Поэтому надо характер воспитывать. Фактически, получается, нужно воспитывать характер. Да, огненная энергия. Альгиз и Торисас. Ось силы. Сильная воля, сильный характер, несгибаемость, внутренняя харизма. То есть воспитываем в себе вот эти качества. Сюда же я бы отнесла еще умение отвечать за свои слова, нести ответственность за все, что вы сказали, не лгать, быть честным. Очень важно быть честным, уметь делать выбор и брать ответственность на себя. Ну вот, начинаем взрослеть, то есть уходим, точка сборки переносится хотя бы на волевой, и уже с горловым полегче становится. Отдых, очищение ауры, порядок. Самоизлечение. Но тут целительство нам показывают в чистом виде. То есть нужно избавляться от программ, наводить порядок в своих энергетических структурах, идти вглубь родовых программ. Вы можете заказать у меня матрицу судьбы, чтобы мы посмотрели, какие энергии у вас на горловом, не являются ли они в вашей карме рода уже, да, дублированными, и тогда будет понятно, над чем работать. То есть через индивидуальный ченнелинг можно быстро выяснить это. Так что пишите мне в личку, чтобы записаться на личную консультацию. Здесь нужно целительство. Очищение, исцеление, освобождение горлового энергоцентра. Кроме того, что здесь нужно выводить на сознание причину заблокированности, но кроме этого необходимо целительство, а это уже духовная практика того, кому вы доверяете. Так, давайте еще возьмем совет. Да, туз воздуха, но здесь абсолютно нужно прояснить ситуацию и исцелиться. Паш огня, маг и пятерка пентаклей. Да, и здесь еще работа со своими страхами, в которые все-таки придется идти. То есть все-таки своего мага, да, вот свое начало магическое, вы будете раскрывать через волевой энергоцентр. По магу это всегда воля, умение идти к победе через трудности. Кстати, будете идти медленно, маленькими шагами к своей цели. Очень часто несбалансированный горловой, он дает такое состояние у человека, хочется всего сразу и быстро, по-легкому, да, но по-легкому нет, вы будете идти медленно и принимайте это как горькую микстурку. Да, я иду медленно, но это мое целительство. Давайте тотемчик в помощь для исцеления возьмем.
Журавль. Анализ. Не торопитесь. Сделайте анализ ситуации. Загляните в самые глубины себя, потратьте на это время, и вы не пожалеете. То есть смотрите в прошлое, не смотрите в будущее, смотрите в себя, не смотрите вовне. Перестаньте ориентироваться на то, чего я достиг, как к этому относятся люди. Погрузитесь в себя. Скорее всего, вы уйдете на какое-то время в отшельники, но это вам на пользу. Да, 21-й аркан мир нам дают. Нужно сложить все пазлы, без этого никак, и выйти на новый уровень. Ну что ж, давайте напоследок возьмем еще мудрость наших учителей, и я сделаю расклад по позициям. Так, мудрость учителей для нас. Посланник, энергия Сириуса, гармония и баланс. Ну да, здесь все, конечно, про гармонию и баланс, но почитаем. Не все же знают эту карту. Итак, посланник, энергия Сириуса, гармония и баланс. Предназначение вашей души – напомнить о святости жизни и вновь разжечь свет на планете Земля. Вы здесь, чтобы почитать женское и мужское начало и проявлять глубокое почтение ко всему сущему. Вот опять про женское и мужское, про баланс. Считается, что многие души связаны с энергией Сириуса. Они находятся здесь, чтобы помочь мужской и женской энергиям существовать в гармонии, помочь осознать, что все взаимосвязано и что обе энергии существуют внутри каждого человека. Ваше призвание – поддерживать гармонию и баланс между мужским и женским на Земле. Подумайте о китах. Опять киты, друзья. Это просто потрясающе. Подумайте о китах, чьи успокаивающие песни оказывают исцеляющее воздействие и проникают в каждый уголок планеты. Будьте подобны им. Во всем мире происходит восстановление равновесия между мужским и женским. Божественное вновь проявляется в нас. Восстанавливается гармония небесного и земного. Карта направляет вас принести гармонию в свою жизнь. Чтить священные мужские и женские энергии внутри себя и других. Послание карты. Как мне внести гармонию в свою жизнь и в окружающий мир? Как почитать священные мужские и женские энергии? Вот обратите внимание, женские и мужские энергии нас отсылают ко второму тоже еще энергоцентру, естественно, к сердцу. Там у нас баланс мужского и женского. Но также и второй энергетический центр, сексуальный, который порождает в нас вот эту энергию, которая потом уже поднимается до сердечного центра и уравновешивается. Поэтому обратите внимание, получается, на второй, на четвертый энергоцентр, на гармонию, баланс мужского и женского. В этом наше исцеление. Киты и касатки – это опять наша тема. Кому нужна медитация, киты и касатки, пишите мне в личку. Ну что, а теперь мы переходим к раскладу на вас. Посмотрим сейчас, сколько будет позиций. Я постараюсь хотя бы бегло, но все-таки каждому дать еще совет. Напишите, пожалуйста, насколько это погружение в энергии горлового центра для вас было полезно, насколько вы ощутили это физически, потому что моя задача была провести энергии учителей на физический план. Мне было приятно находиться в этих энергиях.
Опять же, происходило целительство. Я могу сказать, что вы можете пересматривать этот ченнелинг, если вы хотите получить целительство горлового энергоцентра. Просто пересматривайте периодически. Не забывайте, что мои видео, они реально обладают исцеляющей энергией. Это просто дар учителей для нас с вами. Поэтому мне всегда приятно выходить в эфиры, потому что я знаю, что это будет не просто расклад, да, это будет исцеление. Это очень приятно. Ну что, полетели. Сейчас я посмотрю, сколько позиций будет. Вижу все, что вы пишете. Если вы хотите что-то узнать подробнее, пишите мне в личку, конечно, вы сами понимаете, что сейчас я отвечать не буду. Ну, вот 4, четверка чаш выпала, пусть будет 4, потому что больше это будет долго. Напишите ваш вариант 1, 2, 3, 4. Мы посмотрим, какая энергетика на горловом у вас сейчас. И посмотрим, над чем работать в первую очередь. Можете посмотреть все позиции. Может быть, бывает такое, что мы ошибаемся при выборе. А бывает такое, что какая-то мудрость для нас есть и в другой позиции. Все бывает. Вчера у нас была потрясающая практика в Вальпургиеву ночь. Мне понравилось. И солнечное затмение, да, и Вальпургиева ночь, все сразу. Это было очень мощно. Интересно, вы спали этой ночью вообще? Напишите, друзья, пока я выкладываю. Как ваше состояние, самочувствие? Пишите, я готова к трансформации. Всегда под этим видео учителя все читают, все видят. Поэтому ваши трансформации будут легкими. Так, сейчас посмотрим саму энергетику и посмотрю, какой дар может раскрыться. Понятно, что при личной консультации, и тем более, когда у вас есть матрица выстроена, можно раскрыть глобально эту тему. Можно вообще пойти в прошлые жизни, да. Нулевой аркан тут у нас. Интересно. Но в любом случае какой-то инсайт вы поймаете сегодня. Так, это у нас дары. Да, возьму, наверное, я психологическую колоду, чтобы посмотреть, насколько вы уверенно себя чувствуете на горловом. Пишите, какой вариант вам больше отзывается. Прямо можете в чате, можете под видео. И также помогайте ставить мне тайм-коды. Так, и возьмем мудрость Таро звезд, мудрость наших учителей. Что-то важное для нас. Итак, ну, наверное, все, да? Так, энергии, которые у нас уже сейчас здесь фонят, довольно интересные, хочу вам сказать. Здесь у нас Солнце и Феху, но это явная энергия расширения, раскрытия. Поэтому у кого еще не совсем, учтите, что
Вы на пороге раскрытия себя, своего потенциала. И это хорошая новость. Что еще? Точно на пороге раскрытия, потому что 22-й аркан нулевой, он же, да, дурак, говорит о том, что видите, как прыгаете вы в новое. То есть это касается всех, это такая общая информация для тех, кто притянулся. Тотем-лошадка тоже. Жизнь чистого листа, полный вперед, свобода, да, свобода самовыражения. Что еще здесь? Паш огня. Вообще замечательно. Креативность, воображение, новаторство. Старые шаблоны уже не работают. Придумайте нестандартный ход. Креативность, воображение – это замечательно. Это как раз про горловой. Что еще у нас здесь? Кармическая связь, энергия Ориона, двойственность, духовный рост и конфликт. Но постоянно сейчас идет тема, что у нас сейчас идет духовный рост через конфликт, и это, в принципе, в том числе функция горлового, умение вести конфликт, как конфликтолог, да, и умение быть в конфликте и при этом не чувствовать себя жертвой. Но в этом есть наш духовный рост. То есть быть рядом с теми, кто с тобой не согласен, это большое испытание на самом деле. Я думаю, вы понимаете. Но это нам во благо. Итак, ставьте тайм-код. Первая позиция. Энергетика горлового Наутис. У нас сразу выходит и ингус. Ну, смотрите, первая позиция, она пошла по классике, как вот не по классике, а как я только что описывала горловой. То есть у нас там сразу выпали ингус и наутис. Это значит, человек, скорее всего, знает свою миссию. Пчелка, ну, практик. Возможно, практик, да. Девятка чаш. Ну, хорошо, девятка чаш. Психологическое состояние нормальное. Да, практическое применение. Смотрите, первая позиция здесь вот сразу чувствуется, что здесь как-то человек на своем месте. Дар быть партнером, сбалансирована мужская и женская энергетика. Веди, а не следуй, новый путь, будь лидером. Ну, тут лидеры. Тут, что я могу сказать? Первая позиция сама про себя все знает, я думаю. Здесь притянулись те, кто глубоко уже практики, ведут за собой, лидеры, работают этим центром постоянно. Не знаю, что вы делаете, но это и не важно. Он у вас раскрыт, проработан, в действии, пользуйтесь на здоровье. Ну, вам просто говорят, продолжайте в том же духе, у вас все хорошо. Так вот, ничем вас больше порадовать не могу. Первая позиция. Вы миссионеры, вот у вас уже дар трансформации, то есть вы ведете за собой людей, да, вот в трансформацию. Ну, давайте вот так пчелку вам положу, чтобы вы знали, что вы пчелки. Да, и у вас очень команда сильная. То есть если у вас есть свои единомышленники, партнеры, вы работаете как в системе, как в кластере, да, вот как пчелка, это РД-поток, это родственные души, то вам под стать ваша команда, ваши единомышленники. Очень хорошая у вас связь с друзьями, единомышленниками, с вашим РД-потоком. Это очень хорошо, это радует, потому что один в поле не воин, это точно в наши времена. Я вам желаю мира, добра, первая позиция. Трудитесь, приносите пользу людям. Вторая позиция, ставим тайм-код, ставим лайк, подписочку, не забываем, и полетели. Так, вторая позиция, ваш горловой раскрывается. Так, свиноматка. Вот я что, и свиноматка, и беркана. Знаете что? Это как вот недоенная корова. То есть такое впечатление, что вот накопилось что-то у человека, и вот прорвало. Ну, либо прорвет. Правосудие. Хорошо, у вас старший аркан правосудие говорит о том, что время Че. То есть пришло ваше время. Долго, вот, кстати, по правосудию всегда медленно, долго. Никак вот
не происходит что-то желаемое, да, но наконец-то происходит. Божественный свет. Так, это хорошо. Вы можете, вы видите путь. Вот у вас есть дар указывать дорогу людям. Но почему? Потому что я смотрю, вы сами прошли тернистый путь. И поэтому вот указывать путь, свет. Вот что практически человек может сделать? Знаете, здесь вот энергии, кстати, очень практичные. Так, ловушка самопожертвования. Ну потому что вы такие вот у нас по-беркана дающие. И обратите внимание, пожалуйста, у вас вот это правосудие, я вам так скажу, если у вас до сих пор еще не произошло раскрытие горлового и реализация вашей миссии, то только потому, что вы сливаете энергию, посмотрите через что. То есть тут прям вот идет, да, у вас есть, идет вам информация, что я вам могу сказать, и вам есть о чем сказать людям, это правда. Но вы окружены, у вас не то окружение, окружение, оно как бы потребительское. Вот такая идет информация. Создавайте поддерживающее окружение. Как будто бы вот вы вливаете, отдаете, а обратно ничего. Нарушается баланс, гармония энергообмена, и в конечном счете холостой такой выхлоп. То есть вы никак не можете почувствовать результат. Земное воплощение. Как быть человеком, принимать мир, а не отвергать его. У вас есть претензия. Вы уже поняли, что вы вошли в дисбаланс, вы уже поняли, что ваше окружение вас высасывает. И что я вам могу рекомендовать? Вместо того, чтобы горевать и обижаться, меняйте ваше окружение, очищайтесь и принимайте людей такими, какие они есть. Единственное, что вам же выбирать, с кем рядом быть, правда же? То есть потребители, они есть, были и будут, наверное, не знаю, но вопрос, почему они рядом с вами, да? Самопожертвованием занимаются неуверенные в себе люди, дальше не буду продолжать. У вас правосудие, поэтому за этим стоит какая-то кармическая программа. Может быть, родовая задолженность. И вы пришли помочь себе и роду, и людям. Поэтому этот путь вы, конечно же, пройдете до конца. Обязательно раскроете свой потенциал. Просто если нужна помощь, чтобы вывести на сознание эту программу, тогда обращайтесь. И мы с вами сделаем ченнелинг, выясним, почему вы сливаете, почему вам так важно, чтобы вас похвалили, одобрили, да. И вам важно, смотрите, вам важно, чтобы вокруг вас были постоянно, вот вы опекающая, да, структура, опекающая. Вот, в принципе, вы учитель, то есть вот по большому счету вы учитель. И я не удивлюсь, если вы так и будете. Вот по правосудию, кстати, часто идут учителя, не только юристы и врачи, да, и там люди, но это вообще структуры, люди структуры. То есть смотрите, я вам много чего уже сказала, прочувствуйте себя в этом, где, насколько у вас здесь про вас, где не про вас, да, и возьмите, сделайте выводы. По этой позиции у меня, в принципе, все. Ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте тайм-код, и у нас третья позиция. Ваш горловой энергоцентр. Что-то стоячая такая энергия. Олень. Королева чаш. Так. Божественная любовь. Как хорошо-то все. И ловушка диссоциация. Все, да не все, да?
приподнимая завесу. Сомневайтесь во всем. То, что мешает жизни, должно исчезнуть. Но вообще вы уже поняли это. У вас идет переоценка ценностей. Знаете, вы вот единственное, что я могу сказать, у вас квантовый скачок, в принципе, сознания. Да, вы в зоне безвременья, да, но у вас олень, понимаете? Олень – это значит, что вы идете как бы в ад своей души для того, чтобы возродиться из пепла. В принципе, смотрите, у вас очень большое сердце. Тут даже вот божественная любовь и олень – это про большое сердце, это про умение любить людей, принимать людей такими, какие они есть. Дар великодушия, дар любить этот мир, эту жизнь, нести любовь. Вот это вот прямо. Но у вас нет еще пока чистой связи с вашими кураторами и учителями. И я так понимаю, потому что у вас есть несбалансированная энергетика в астрале. Знаете, как будто бы в вашей голове 1000 голосов, и вы не можете разделить, где же эта информация, где мои мысли, да, а где именно информация от учителей. И вам сейчас рекомендуют начать с того, чтобы сомневаться во всем, что вам приходит, чтобы научиться отделять одно от другого. То есть приучить себя к вот этой вот чуткости. Энергетически нужно четко отличать информацию от мыслей. Вообще у меня именно тогда начался ченнелинг, когда я поняла, что это не мои мысли, это не я так думаю. Вот обратите внимание, где думаете вы, а где это не ваше вообще. Ну, у меня есть много роликов на закрытом телеграм-канале по этому поводу. Так что, если вам интересно получать больше информации, у меня она есть в закрытом доступе для практиков. Также добавляйтесь в группу практиков, пишите мне в личку, и много-много обучающей полезной информации вы будете получать в закрытом телеграм-канале. Что я вам скажу? У вас идет трансформация. Смелее прыгайте в нее и больше практикуйте, нарабатывайте опыт получения информации. Получайте, отдавайте и нарабатывайте опыт. Здесь по-другому ничего не произойдет. Да, вы делаете какие-то вот попытки и сами себе не верите. Вот поверьте, что-то из того, что вы получаете, это, безусловно, информация. Вам осталось только научиться отличать. И вы меня услышали. Ну что ж, если была информация полезна, ставьте лайк, подписывайтесь и ставьте тайм-код. Это 4-я позиция. Ваш горловой ингус и ансус. Так, сова. Какая мудрая история здесь, да? Король жезлов. Ваш дар – это истина. Ну, сразу было ясно. По ингус и ансус. Ловушка страдания. Ну, как же без этого, да? Так, что у нас тут? Потерянные земли, воспоминания души и ее дары. Вы уже проходили через это. Вы уже проходили через это. А это хорошая новость. У вас смыкается альфа и омега. Похоже, вы собрали пазлы своих прошлых воплощений, обрели мудрость и сейчас готовы сделать квантовый скачок. Перевести вот эти негативные эмоции, вот это страдание, перевести в ресурс. Я вообще вас поздравляю. У вас, ну, классно вообще-то. И король мечей, нет, король жезлов. Король жезлов здесь тоже говорит о том, что и энергии у вас достаточно для этого броска. Вообще за вас не переживаю, 4-я позиция, мне здесь все нравится. У вас раскрывается горловой. Ну, я понимаю, что, может быть, прямо сейчас он еще не раскрыт, он в трансформации. Но то, что у вас это уже вопрос просто времени,
и причем самого ближайшего, вот, допустим, брата 0505 приглашаю, проходите с нами, раскрываем горловой, пишите в личку, добавляйтесь в группу практиков Беркана. Ну, у вас просто осталось чуть-чуть буквально до раскрытия и истина, что дар истины. То есть чистый поток, чистый канал польется через вас или уже льется. Но я больше чувствую, что нет, потому что ловушка страдания, понимаете, где-то еще надо дочистить горловую, нужно сбросить вот эту информацию, перевести ее на новый уровень. И вы пройдете через это, вы обретете свою мудрость, мудрая сова вам в помощь, а если это ваш тотем, то вообще вас поздравляю, это ваша позиция. Кстати, если вы не знаете своих тотемов, тоже обращайтесь ко мне. Через ченнелинг можно настроиться на свои тотемы, и они очень помогают проходить все трансформации. Все наши жреческие практики мы проводим в окружении тотемов, личных, родовых, и, так, конечно, тотемов нашей группы Беркана. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Это я говорю для тех, кто смотрит до самого конца. Все позиции я вас отдельно люблю и благодарю. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.